Внезапно проверил ценники из Питера в Милан. Слушайте, у меня шок реально. Смотрите, сейчас покажу. Обычно тут мониторю цены. Короче, Питер-Милан. Можно сортировать по самому дешевому месяцу. Сейчас показываю, как я летаю в Италию. Лично моя рабочая схема в деталях. Если ценники приходят в норму, может быть, вам тоже пригодится. И вот на 17.02 тут можно упорядочить по самому дешевому месяцу. Он нашел апрель. Смотрите, 8-го 4000, 13-го 3900, 20-го 3900. Если в одну сторону, 13-го 2500 вообще. Что это? Это как самые дешевые ценники до ограничений. Билет за 2500, Пулково, София, Болгария. София, Милан, Бергамо. Смотрим, где София, Болгария. Ну тут потусоваться с часу до нуля, это нормально. В моих перелетах это нормально, мне нет проблемы. Можно выскочить в город, супер, я выскочу в город. Нужно тупо сидеть в аэропорту, ждать пересадки. У меня всегда есть чем заняться. И сегодняшнее видео про то, как проходит мой обычный переезд в Италию. Проблемы будут, но мне окей. И видите, мир становится снова прежним. Как это прекрасно, как это прекрасно. А потом из Софии ты мчишь в Милан, Бергамо. А потом куда тебе нужно? Например, мчу в Пулково. Обычно ночью почему-то к самолету на 5 или на 6 утра. Или на 7. Утро в аэропорту. Что может быть лучше? Приезжаю на второй этаж и направо к посадке. Эти скульптуры сразу настраивают на полет. Не передать, как эти надписи меня вдохновляют. Но обычно все с трудностями. Типичный пример моего переезда. Это я всю ночь работаю над проектом. В тот раз ехал в такси в аэропорт Пулково. Ехать было минут 40. Я еду, а у меня на коленях ноутбук. Рендерит видео по проекту. Я надеюсь, что я приеду в аэропорт, там будет Wi-Fi, и это видео по проекту успею отправить до отлета. Типичная ситуация. Вот прям проектная жизнь, как она есть. Проходишь первый контроль в аэропорту, идешь на чек-ин, получаешь билет, проверяешь Wi-Fi, начинаешь заливать видос, и, конечно, у тебя будут проблемы. Это нормально. Но тогда успел. И успел, и хватило чуть-чуть времени. Двигаю на свой гейт, прохожу контроль, и к залу уж где уже видны самолетики. Круто, когда из зала видишь это. Пока летели из Питера в Мальпенсу, я от волнения вырубился и проспал еду. Вот уже подлетаем к Милану, Мальпенса ждет, выскакиваю наружу, и мое первое ритуальное по прилету в Милан — это кофе из обычного кофейного итальянского автомата. Ловаться, конечно. Скорее на улицу высматривать бас, где характерно не выспавшийся. Смотрю, что идет от первого терминала, и пока жду бас, разглядываю симпатичную рекламу. И то был год Экспо. Как мы там работали, я потом подробно расскажу. И всего лишь 50 километров на автобусе в Милан. И вот я на месте, это Милано Централе. Железнодорожный вокзал Милана. Обычно сразу бегу сюда. Главный выход здесь. Но я очень люблю выскочить сбоку и вот здесь взять кофе. Под этим деревом выпить кофе. Кофе вот тут. Очень вкусный. Немножко прийти в себя. Сходить сюда. Тут памятное место. И потом топ-топ-топ двинуть на центральную площадь. И как типично, у меня на Милан один день. Нужно сбегать везде, где мне нужно, а вечером успеть уехать в Пезаро. Поэтому я иду внутрь на Милано Централе, смотрю билеты. Милано Централе крутой и антуражный. Выскакиваю на вокзал, смотрю, что по погоде. Смотрите, какой разброс. Италия говорит мне ох. Но я уже мчу на центральную площадь. Не раз пытался его по-быстрому набросать, но по-быстрому не получится. Он слишком крутой. Просто слишком крутой. И внутри тоже, да. Правда, это современное искусство, на фоне. Но сам вокзал совершенно, абсолютно великолепен. Вон какие лошадки. Ну, вот это современные лошадки. И вот она разница между классическим искусством и современным. Это какой-то убогий трэш. Ну да ладно, мне нужно перекусить где-то. Тут что-то ремонтируют. Поэтому я немножко озадаченный. Обычно двигаю от Милано Централе до Дуомо Милано. Минут 40 пешком. Топ-топ-топ. И ты на месте. Невероятный, потрясающий собор. Сити разглядывать можно бесконечно. А напротив статуя Витторио Эммануэля. И нужно подойти, посмотреть, поглазеть. Такой момент адаптации пройти. Снова Италия. И потом можно в галерею туда, а можно вон туда кофе пить. Так как это исторический центр, вы как туристы за кофе можете заплатить прям нормально. А я обычно с площади двигаю в галерею и сюда. И тут отличный Макдак с отличным кофе. Это же Италия. Там в кофейных автоматах лучше кофе, чем в лучших кофейнях Петербурга. Я не знаю, с чем это связано. Но даже макдачный кофе итальянский великолепен. Сколько в Питере заведений не пробовал, или кислятина, или что-то не так. Это ровно такая же фигня, как и макароны сварить. Как бы вот она паста, но что-то не получилось. А кофе может быть история даже тоньше. В общем, у меня идет кофейная адаптация. Бегаю по улицам, увидел домик симпатичный. Вот, они озеленяют балконные структуры. Как это работает? Я должен сфотографировать. А вот здесь домик, заросший зеленью. Я тоже должен это зафиксировать. Как это интересно работает. Простая симпатичная стена во двор. Чисто стильно, как неоклассика. И рядом они сделали загончик для дерева. Видите, они его спасают. Классно. Вижу домик с огромными арочными структурами. Рассматриваю, как они запилили решение с балконом. Рассматриваю, как работают детали. Вижу симпатичную машинку и балдею. Обычно то, что с собой беру, это максимальный минимализм. Такой рюкзак. Почему он такой? Потому что... Главное, это мой 17-дюймовый походный ноутбук. У меня сейчас Legion. Так-то дофигища дорогой. Ну, раньше был попроще, но все равно 17 дюймов. Я работаю в любом месте. Вот эта история у меня всегда со мной. В рюкзак входит как родная. Все остальное набивается по остаточному принципу.
Ну, например, различные скетчбуки, это только их часть. Симпатичные и практичные. Обычно видите, как книжки все выглядят. Я это очень люблю. Но не все еще изрисованы. Вот это только на треть. Вот это полностью и даже в несколько слоев. Вот это только начат, вот это наполовину. Ну, короче, где место есть, то и беру. Конечно, беру перья и тушь, перья звездочка, обычно пару в держателях и 2-3 на случай, если я вдруг сломаю или потеряю в пакетике. Такие штуки беру, но по ним нужно ограничение смотреть. Кажется, максимум это 50 мл. Можно провозить, я вот не помню. Давно не летал. Я думаю, не у меня одного такая проблема сейчас. Короче, нужно актуализироваться. Беру виндзоровских линеров, охапку, обычно. И что-нибудь из мягких материалов. Уголь крутой, супер крутой. Ну или сангина еще круче иногда. Если планирую в акварельной технике работать, то еще акварельные листы. Покупаю здесь. Здесь существенно дешевле. В Италии дорого. Для акварельной техники обычно аквабраш пентеловский. Ну и, соответственно, мои перья. Ну, ручка лами, конечно, ручка лами. Куда без нее? Вся моя итальянская история была с ней. Только другой тип. Была прозрачная. Теперь манговая. Ручку Бинелли и немножко шмоток, сколько влезет вот сюда. Для того, чтобы весь этот рюкзак распух. И все. Обычно, я надеюсь, и все. Но иногда бывает чуть больше на небольшую сумку. Потому что у меня галопом по Европам небольшая проблема носиться с большими сумками. Поэтому очень минималистично. Короче, если денег на кармане мало, следите за рукой. Прыгаем сюда, прыгаем сюда, прыгаем сюда. И из галереи прыгаем вот сюда. Тут отличный мак. Чоколадти итальяни, шоколадный фонтан. И на втором этаже там заседать отлично. А как выходишь, сразу тебе и дома, и галереи. Большой вкусный настоящий капучино, по-моему, 1,5 евро. Американо евро 20 и какой-нибудь рогалик до 1 евро. Ну, попробуйте, найдите в центре Милана какие цены на кофе. В общем, лайфхак для быстрого бюджетного перекуса. Обожаю вот тут сидеть у памятника Виктория Эммануэля, рядом со львами. И памятник прям в порыве. Сейчас за памятником высадили пальмы. Ох, это все вопросики вызывает. Но вроде народ привык. Очень круто сидеть, балдеть на ступеньках дома. А чтобы рассматривать дома, я обычно люблю сидеть, смотрите где. Так, поворачиваемся, поворачиваемся. И вот эти фонарные столбы. Часто жду, когда место освободится. Заседаю сюда с кофе и балдею. Пытаюсь понять, как это возможно. Потом, если нужно срочно ехать куда-то, то здесь есть метро. Так и называется, Дуомо. Мапа метрополитена Милана такая не маленькая. И Дуомо, вот оно, на красной ветке. Пересечение красной и оранжевой. Про любимые места Милана, наверное, сделаю отдельное видео. Уже очень хочется туда. Прям сил нет. А пока все время, стараясь разными маршрутами, двигаюсь обратно в сторону Милана Централе. Если билеты уже купил, то можно приехать и в упор. Посмотрите, какая хохма. Они починили яблочко Apple. Надкусанное яблоко Apple они залатали. Вай, какие молодцы. Надежно. Тут, кстати, тоже есть спуск в метро на зеленую и оранжевую ветку лифт. Но мне нужно скорее туда. Бегу к билетерии, смотрю расписание, и внутри вокзал прям поражает. Это невероятное масштабное строительство. Чудовищно ресурсоемкое. Мне туда. Запрыгиваю на 2-й этаж. Тут обычно народу полно. Кушать можно вон там. Смотреть расписание можно над входом. Билетерия. Проход на поезда туда и туда. Раньше таких проходных пунктов не было, теперь появились. Ну, в принципе, нет проблемы. В конце зала есть пиццерия. Такая симпатичная, но дороговасто. Можно бабки поменять. Мусор раздельно. Только раздельно. Вкусняшек навалом. Покупать билеты можно на 1-м этаже. Это туда. Туда это на выход. И можно еще тут спуститься. Покупаешь билеты, проходишь этот пункт и оказываешься на вокзале. Ищешь свой Трено. Билеты еще можно купить здесь. Есть справочные, есть автоматы. Я обычно на Трейн Италия езжу. Вот их лого и терминал, в котором покупаешь. А вот здесь тебе их выдают. Если чуть привыкнуть, то все просто и понятно. На расписание смотрим на этих экранах. Выбираем наш поезд. Заседаем внутрь и вперед. Примерно часа на 4 из Милана в Пезаро. Иногда пересадочки какие-нибудь. Например, в Болонье, как я ее люблю. По побережью подкатываем где-то в Римини. И дальше чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух до благословенного Пезаро. Обычно приезжаю уже ночью, уставший. Вокруг теми небольшой трип за спиной и предвкушение Италии. Вокзал в Пезаро скромный и симпатичный. Сам вокзал и автобусный вокзал рядом. До исторического центра недалеко. Вот это уже часть огромного старинного замка. Замковой стены. Правда, осталась только стена. Тут уже все перестроили. И от вокзала можно двигать в сторону Пезаро Центро. Основная площадь. Посередине фонтан. Немножко сумасшедшими коняшками. Здание почты. Здание администрации. Тут люблю сидеть, пить кофе. А двигать примерно в ту сторону. Вот тут есть отличное кафе. Обычно по пути захожу сюда, беру кофе и булочку. И прихожу в себя. Типа итальянская история снова начинается. Желаю всем крутых путешествий в этом году. Надеюсь, с ними будет лучше. Уроки по моей графике в описании к видео. Плейлисты с крутой инфой вот здесь, вот здесь. А меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Хороших путешествий.